В ефірі 7-го телеканалу «Лайв-студія» і цієї години до нас завітав Олег Григорюк, амбасадор доброї волі Міжнародної морської організації. Добрий вечір, я рада вітати вас в нашій студії. Отже, вас призначено амбасадором доброї волі від України. По-перше, вітаємо вас. І одразу запитання, яким ви бачите своє основне завдання на цій посаді? Добрый вечер, да, спасибо огромное за поздравления, очень приятно. Первоочередные задачи, которые стоят перед морскими амбассадорами не только в Украине, но и во всем мире, это продвижение морской профессии, популяризация морской профессии, общение с партнерами, общение с профсоюзами, общение с судовладельцами и активная работа с молодежью, которая выбрала свой путь в море, а может еще не определилась, для того, чтобы показать все плюсы морской профессии, и как Украина является морской державой, и, безусловно, огромное количество украинцев на сегодняшний день видят одним из путей вперед для себя, для своих детей. Это морская профессия, и я в качестві амбасадора буду всячески этому способствовать. Ви говорите популяризувати морську професію, але здається, що в Одесі це зовсім не проблема. Чи не так? Безусловно, но мы говорим в рамках страны. Во многих регионах о том, что такое море, что такое моряки, знают мало. И эту работу тоже нужно будет делать. Общение, подразумевается общение со школьниками, с теми, кто еще не определился в своем выборе, особенно со старшеклассниками. И мы тоже собираемся эту работу качественно выполнять для того, чтобы у нас оставался по-прежнему и большой потенциал к работе в море, а также для того, чтобы ребята из регионов, возможно, выбирали море для себя как приоритет. В ідеалі як має бути? Це мають бути представники різних регіонів, якого віку? Ось, якщо можна, ваше бачення морської професії в ідеалі в Україні. Вы правильно заметили, что в Одессе, во всех приморских регионах многие молодые люди, девушки выбирают профессию моряка как приоритетную, поступают в учебные заведения, уровень наших учебных заведений растет. И безусловно, здесь наша работа тоже важна, я думаю, для того, чтобы поддерживать этот позитивный имидж Украины, для того, чтобы иметь возможность еще больше популяризировать нашу профессию и работу в море. Что касается отдаленных регионов, здесь, конечно, уровень базовых знаний о том, что такое морская профессия, очень низок. Будем пытаться использовать социальные сети, личные встречи, личные контакты для того, чтобы как можно большему количеству молодых людей рассказать о тех плюсах, которые есть в нашей профессии, о тех потенциалах, которые можно развить в себе и в личностном качестве, и в профессии, которая приносит неплохие деньги честным трудом. Ви згадали дівчат у морській професії, тобто висловлювання «жінка на кораблі буде біда» – це вже точно не актуально. Я думаю, что это достаточно такой уже устаревший термин. И сейчас, в принципе, вся морская общественность в мире, она, безусловно, говорит о том, что женщины в море должны быть, у них должна быть абсолютно равные условия, равные права, ну и равные обязанности, как на борту судов, так и в портах. И в рамках работы председателем Черноморской первичной профсоюзной организации моряков, которой я являюсь, мы всячески поддерживаем эти инициативы. И даже в этом году у нас запланирован женский форум, то есть женщины, которые являются членами нашего профсоюза, они соберутся вместе, обсудят те проблемные моменты, которые есть. Все-таки еще остается для многих достаточно таким непривычным тот факт, что женщина на судне – это абсолютно нормально в мировой практике. И все большие компании, мировые судоходные компании стараются в своих рядах, среди своих сотрудников всячески поддерживать и приветствовать женщин на любых должностях. Стосовно гендерної рівності, чи все ж лишаються суто чоловічі морські професії? Ті сфери, ті напрямки, де жінка може, відверто кажучи, не справитися?
Ну, мы говорим, что нет. То есть абсолютно все должности, если мы говорим о судне, на моей практике я общался и с капитанами морских судов, и с старшими механиками женского пола, абсолютно нормально справляются с обязанностями, даже в некоторых смыслах более выносливы, поэтому абсолютно равные возможности, абсолютно равні обязанности. Ще щодо морських професій, які більше користуються попитом, більш популярні, а які менш? І як це корелювати, як дотримуватися балансу? Ну, баланс создает рынок, по большому счету. На сегодняшний день, судя по реакции судовладельцам и по их запросу, есть катастрофическая нехватка качественных электромехаников. Но при этом, с другой стороны, парадоксально, что количество кадетских мест для электромехаников крайне мало. И одна из моих задач как амбассадора тоже донести до судовладельцев, что есть некий дисбаланс в этом вопросе и что нужно его корректировать непосредственно судовладельцам. А мы со своей стороны должны предоставлять качественный учебный сервис с нашими учебными заведениями в Украине, да, с которыми мы качественно сотрудничаем очень много лет. И, к слову сказать, все сотрудники и все студенты-курсанты являются членами нашего профсоюза работников морского транспорта Украины. Мы работаем в определенной системе, работаем очень давно, и поэтому, возможно, выбор пал на меня как на кандидатуру для этой почетной миссии, для этой почетной должности, потому что эту работу мы и так делаем в рамках нашего профсоюза. Вот я только к вам в студию приехал после общения с группой курсантов 3-го курса Одесской морской академии. Мы эту работу делаем системно, общаемся с ними, общаемся о том, насколько важна эта профессия, как важен не только индивидуальный имидж каждого моряка, но и что индивидуальные ошибки, которые, возможно, допускаются моряками, как они потом отражаются на общем имидже нас как страны, как морской державы, которая является одним из самых больших поставщиков рабочей силы в мире. Ще щодо професійної підготовки, в Одесі, здавалось би, багато навчальних закладів, і виші, в тому числі морського напрямку. Тут ми бачимо, що їх достатньо, чи навіть є надлишок? Ну, достаточно много учебных заведений по всей стране, которые готовят морских специалистов, но профессия настолько популярна, что мы видим, что недоборов практически не бывает. То есть всегда я присутствую часто на ученых советах перед поступлением, в поступательной кампании участвую, скажем так, и мы видим, что огромное количество молодых людей, девушек выбирают эту профессию, и на сегодняшний день и государственный заказ достаточно высок, поэтому Украина как страна делает со своей стороны в плане обучения, предоставления возможностей для обучения достаточно много. Пропоную перейти до блоку проблемних запитань і шляхів їх вирішення. Ми з вами у лайв-студії говорили і зустрічалися з приводу вартості документів для моряків. І тоді, а це було рік тому, говорили зокрема про те, що сертифікати, їхня вартість, ціна зросла у 5 разів. Скажіть, будь ласка, чи за цей проміжок часу вдалося знайти діалог, дійти якогось консенсусу? Яка ситуація наразі? Ну, к великому сожалению, на сегодняшний день руководство морской администрации до сих пор отсутствует. То есть исполняющий обязанности, не назначен руководитель. И, к великому сожалению, ситуация остается на том же самом плачевном уровне. То есть количество тренажерных центров, у которых есть соответствующая лицензия, критически сократилось. Соответственно, у тех, кто остался на рынке, выросла цена, а то те проблемные моменты, которые мы с вами обсуждали, к великому сожалению, никуда не ушли. Это абсолютно непрозрачный процесс, и, к великому сожалению, на сегодняшний день существует государственный механизм, который мог бы это корректно урегулировать, и, в принципе, некому на сегодняшний день отрисовать эти проблемы, что все наши обращения, все наши письма откладываются в какой-то долгий ящик, и не находится компетентной персонали ни в Министерстве инфраструктуры на сегодняшний день. Хотя мы пытаемся налаживать какой-то конструктивный диалог, предлагаем выходы из конкретных ситуаций, никого просто так не критикуя,
озвучиваем проблему, общаемся. Буквально вчера ко мне приходили несколько ребят-моряков, абсолютно обособлены друг от друга, и задавали конкретно эти вопросы. Им нужно менять документы, могут ли они в этом тренажерном центре поменять документы, либо в другом, и будут ли у них проблемы, и будут ли они допущены к госэкзамену, если они в том центре, а не в этом центре сделают пакет документов, хотя, по идее, это должно быть все обособлено. А у міністерстві думають, що це проблеми не на часі, і взагалі особисті проблеми моряків. Да, Вирішуйте совершенно самі. верно. Как-то мы не находимся на экране радара министерства, то есть есть определенные компетентные люди в министерстве, которые с нами в диалоге пытаются что-то конструктивно решать, но вся большая политическая составляющая, к великому сожалению, то ли руки не доходят, то ли не видят того потенциала, который у нас еще сохранился. Тысячи и тысячи компетентных украинских моряков, которые привозят зарплаты в Украину, тратят их здесь, тем самым поддерживают торгово-экономический баланс нашей страны. Все это как-то нивелируется, на это пытаются не обращать внимания, хотя, по сути, это достаточно весомый аргумент в пользу того, чтобы морскими проблемами заниматься в первую очередь и заниматься решением этих проблем в первую очередь, и поставить это одним из основных приоритетов Министерства инфраструктуры. Тобто наразі можемо констатувати факт, що самим морякам доводиться переплачувати за відповідні сертифікати. К великому сожалению, да, и мы пока не видим механизма, который мог бы эффективно этому противостоять, к великому сожалению. И я, как амбассадор, буду пытаться и со своей стороны обращаться и в министерство, и в морскую администрацию для того, чтобы пытаться сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. Інше проблемне питання – це зникнення моряків. І у середині цього місяця мали звістку, що за тиждень безвісти зникли 3 українських моряків. Розкажіть, будь ласка, яка робота ведеться в цьому? На постоянной основе, но это больше работа в рамках нашего профсоюза. Каждый этот кейс регистрируется. К великому сожалению, один из этих моряков член нашего профсоюза. И ко всем этим кейсам мы относимся крайне серьезно, сделали соответствующие запросы в компанию, постоянно находимся на связи с Министерством иностранных дел, с консульским отделом. Как вы знаете, помните, несколько лет назад мы организовали морской информационный центр, в который также поступает огромное количество вопросов, заявлений и сообщений о проблемах, которые происходят. И да, мы работу эту ведем. К великому сожалению, здесь тоже нет супер каких-то механизмов, которые мы могли бы задействовать, но мы находимся в контакте с компаниями, требуем от них все материалы расследования, получаем от них обратную связь, то есть работа ведется. Можемо сказати, що Україна не залишає своїх моряків з бідою один на один? Безусловно. Родственники, которые обращаются к нам, всегда получают достойный уровень консультаций. Пытаемся помогать всеми доступными нам средствами, и в этом вопросе нам помогает Министерство иностранных дел. Это очень важный элемент нашего сотрудничества. Просто иногда бывают такие ситуации, в которых очень сложно сразу дать какой-то конкретный результат. Понятно, родные ждут, моряки ждут какой-то моментальной реакции. Но вы прекрасно понимаете, что многие вопросы зарегулированы, очень сильно зависят от той страны или у берегов той страны, возле которой произошла та или иная ситуация. Здесь мы тоже достаточно ограничены, но благодаря тому, что наш профсоюз является единственной членской организации Международной федерации транспортников, наши ITF-инспектора есть практически во всем мире, и поэтому у нас есть возможность переадресовывать эти проблемы, получать от них информацию с места событий, консультироваться с ними на тему того, каково национальное законодательство. Мы постоянно связываемся с государствами флага, под которыми ходят суда, на которых происходят те или иные инциденты. То есть мы со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы оказывать своевременную и эффективную помощь. А який відсоток позитивних справ, кейсів? Вы понимаете, что в вопросах исчезнувших моряков с борта судна никакого позитива в принципе быть не может. И, к великому сожалению, тут
позитива, как я сказал, нет. Вот. Но, тем не менее, дальше идет вопрос документального оборота. То есть, если это судно, покрытое коллективным договором нашего профсоюза, дальше идет уже диалог с компанией, со страховым клубом и, разумеется, с родными пропавшего моряка, для того, чтобы обеспечить достойный уровень компенсации, который гарантирован нашим коллективным договором в таком трагічному случаї. Позитивне я мала на увазі, коли зникає людина, а потім її відшуковують. Чи такого немає? Это достаточно редкое явление. На нашей практике были такие случаи, но, к великому сожалению, это достаточно. Ну, каждый моряк понимает, что по прошествии определенного времени нахождения в воде, даже в океанской теплой воде в любых условиях, гипотермия наступает достаточно быстро. Главное для нас, самое главное, чтобы были обеспечены в момент определение того, что человек пропал с борта судна, чтобы капитан судна предпринимал корректные действия, и все возможные действия были предприняты со стороны экипажа, со стороны капитана, для того, чтобы... Есть определенные инструкции, есть определенные требования международные, которым необходимо следовать для того, чтобы обеспечить максимально эффективный поиск и спасение, если это возможно. Інше проблемне питання – це працевлаштування українських моряків. Розкажіть, будь ласка. Ну, насколько оно проблематично, в каком смысле? У нас работает достаточно большое количество крюинговых компаний, агентств по найму и трудоустройству, которые очень долго работают на рынке, и у них есть определенный авторитет, определенный опыт, и они оказывают качественный сервис украинским морякам. Многие моряки на сегодняшний день предпочитают работать напрямую, спокойно владеют английским языком, имеют друзей и контакты с иностранными судовладельцами напрямую, и точно так же работают и получают сервис уже, и получают рабочие места напрямую. То есть не до конца понял контекст, в якому смысле есть проблема. Є такі випадки, коли від рейсу до рейсу проходить дуже багато часу. І, звісно, людина на суші, є близькі, цей час можна витратити з розумом, але все ж таке затягування і якісь чи бюрократичні проволочки, чи та сертифікація та сама. Ну, большинство моряков, особенно если говорить о членах нашего профсоюза, практически никогда с такой проблемой к нам не обращаются. Есть некоторые, действительно, которые уже в достаточно преклонном возрасте, особенно в рядовом составе, они пытаются продолжать работать. Мы это приветствуем, так как во всех наших коллективных договорах мы пытаемся вносить такие пункты, которые не позволяют ущемлять нашего моряка не только по гендерному принципу, но и по принципу возраста. То есть, что моряк в любом возрасте, если он по медицинским показаниям готов работать в море, и это подтверждено соответствующими документами, что не должно быть предвзятого отношения со стороны крюинговых компаний. Но, безусловно, иногда бывают такие кейсы, когда тех или иных моряков откладывают в долгий ящик, скажем так. На это очень сложно повлиять, потому что у судовладельца все равно остается выбор, с каким из моряков конкретно он хочет работать. И тут повлиять на судовладельца очень сложно, и доказать то, что он неправомерно кого-то не берет в рейс, а кого-то берет, достаточно сложно. Після анексії Криму Одесу стали називати морськими воротами, вратами України. І тут постає питання, наскільки наше місто дійсно відповідає в реальності цьому статусу, перше. А друге, як цього досягти, аби кореляція статус морські ворота України і Одеса був знак рівняння? Ну, для меня, как для одессита, Одесса всегда была морскими воротами Украины, морской столицей Украины. Поэтому вот это утверждение для меня остается абсолютно приемлемым. Безусловно, можно поговорить о том, что все крымские моряки на сегодняшний день в большинстве своем, они остаются украинскими моряками, потому что они регистрируются в близлежащих материковых украинских городах, таких как Херсон, и продолжают оформлять документы, получать паспорта моряков в Херсоне. И мы их от нас никак не отделяем, мы точно так же готовы оказывать им помощь, поддержку. И у нас есть такие кейсы, и мы помогаем крымским морякам абсолютно наравне с украинскими, с одесскими, либо херсонскими, любыми другими.
Олеже, ви тільки заступили на пост, якщо можна сказати, амбасадора доброї волі від України. Так хочеться почути все ж, якою бачать нашу державу і наше місто амбасадори інших країн. Можливо, вже було спілкування. Да, с некоторыми еще до моего назначения я консультировался с, скажем так, именитыми людьми, которые давно занимают похожие позиции. Раньше эта должность называлась немножко по-другому, она была просто IMO Ambassador. Сейчас немножко поменялась политика, и более конкретными стали задачи, которые Международная морская организация ставит перед своими послами. Общался, безусловно, с ними. Они видят наш потенциал, они видят результаты нашей работы, нашего профсоюза. И готовы всесторонне помогать, готовы развиваться вместе с нами. И очень позитивно оценивают ту работу, которую мы делаем. В частности, за последний год мы внесли несколько наших предложений, подготовленных нашим профсоюзом совместно с МИДом Украины и поданные от Украины. В частности, это документ о нашем проекте по криминализации моряков, который через несколько недель будет рассматриваться на юридическом комитете ИМА, где мы будем присутствовать, будем, так сказать, защищать наш проект, отвечать на вопросы. Подняли это на достаточно серьезный уровень. Еще у нас есть еще один документ, который пока не могу анонсировать, который мы тоже на глобальном уровне пытаемся представлять. То есть явно Украина звучит не только в том негативном ключе, о котором в последнее время все говорят, но и также по позитивным проектам, которые разработаны нами і які ми намагаємося продвигати. Отже, зі свого боку, як будете висвітлювати, яку лінію спілкування будете обирати? Безусловно, только позитив. И вообще, в принципе, мы настроены только на конструктивно-позитивное общение, на конструктивно-позитивную работу с кем бы то ни было. То есть негатива достаточно много, его хватает, он понятен, имеет свои предпосылки, имеет свои корни. И мы пытаемся нейтрально-позитивно работать со всеми участниками рынка, пытаемся привнести что-то позитивное в мире, показывая Украину с хорошей стороны, показывая, что у нас есть большой потенциал в развитии нашего рынка труда морского, огромное количество моряков, учебные заведения, которые получают финансирование благодаря нашей работе, развиваются благодаря нашей совместной работе, и огромное количество моряков стремятся в море. Для нас это самый главный тренд. Мы со своей стороны работаем с судовладельцами, с менеджерами и пытаемся всеми силами их привлекать на наш украинский рынок, таким самым образом создавая новые рабочие места. Меняются национальности, люди делают выбор, судовладельцы делают выбор в пользу украинцев. Таким образом мы способствуем созданию новых рабочих мест. К сожалению, на судах под иностранными флагами, но тем не менее на сьогоднішній день вибирати нам не приходиться. Я дякую вам за змістовну розмову, за те, що знайшли час, завітали до нашої студії. Олег Григорюк, амбасадор доброї волі Міжнародної морської організації, був гостем цієї години в лайв-студії. Залишайтеся з нами, далі ще цікавіше.